Знаете, когда я делал разоблачение на Пенникарса, я думал, что не может быть человека хуже, чем он. Я сильно ошибался. Представляю вам шизоида моддинг комьюнити тачек, создателя самого провокационного мода, а также тупого дауна, Андрея Мирошникова. Андрей, я знаю, что ты посмотришь это видео, и я желаю тебе поскорее понять, какой твой мод ебаное дерьмо. И да, перед тем, как я начну тебя хуесосить, я просто скажу, что да, я тоже обзывал Пенникарса за его спиной, но я признал, что был неправ. Так что не надо на этом акцентировать внимание в своем разоблачении на меня, если ты, конечно, будешь его делать. Кто же такой наш пациент? Андрей Мирошников или же Андрей Лантер, неуравновешенный малолетний деград, который не умеет делать моды на International? Зачем я так резко начал высказываться о нем? Я проработал на этого дауна 1,5 месяца. Чтобы вы понимали, я делал для него почти все. Иконки для его говноперсонажей, про это поговорим чуть далее. Почему же я к нему так плохо отношусь? Началось все с того, что в один прекрасный момент он попросил меня записать обзор на покраски. Диалог вы видите на экране. Скроллил я эту ленту 4 минуты, но для вас я ее ускорил. Если хотите, то можете почитать, поставив на паузу. Вкратце, я записал ему видосы, но оказывается, я сделал их неправильно. Надо было проехать 3 круга, а не 1, как сделал это я. Хотя он, блядь, про это даже не говорил. Он просто сказал, запиши видосы без обозначения кругов. По его мнению, я должен был сам догадаться это сделать. Я не стал ничего перезаписывать и просто послал его нахуй с таким отношением. Он в свою очередь ныл и орал как животное, что его говномод не доживет до версии 1.0. Теперь поговорим о его идеях, которые он написал 2-3 года назад. Пенникарс выпустил видео о играбельной команде, но этот даун его засрал, говоря, что это была его идея 2 года назад, приведя самый конченый пруф о переписке. Его подсос Егор к тому моменту еще находился на сервере Cars Modding Server 2.0 и слил ему половину всей работы модеров Супердрайва, в том числе и покраску на команда от Колина Джо. Недавно я у него про это спросил, и он сказал, что это тупой высер. Андрей Егора, кстати, хуесосил за его спиной и говорил, что он дебил, но тот, об этом не зная, продолжает давать все, что ему надо. Также Андрей замечался и в неуравновешенности к другим людям, которые его игнорят. Так он наорал на Роберта НФС за то, что он не отвечал ему долгое время. Кстати, обосрал он не только Роберта НФС, но еще и половину моддинг комьюнити. Но пруфов найти не удалось, потому что Cars Modding Server 2.0 был удален, к сожалению. Конфликт с играбельным Кэнди Страком. Вообще модеры из Супердрайва научили Мака едить, но Кэнди Страк это тот же самый Мак, но моделька из Рора. Когда они научили его едить, наш пациент стал относиться к Супердрайву чуточку лучше. Пока все наработки не слил ему Егор. Почему же я так считаю, что все слил ему Егор? Потому что у нас есть 2 совпадения, которые не могут быть ложью. Покраска Колина Джо и Мак. Все идентичны тем, что были в Супердрайве. А так как Андрея кикнули с моддинг сервера еще давно, слить все наработки мог только Егор. Пенникарс первый показал, что сделал играбельным Кэнди Страк, так что Андрей проебался вдвойне. Когда мы разобрались со всем этим, начнем с того, что Пенникарс мог сделать видос раньше про Кэнди Страк, но не сделал. А когда он его выпустил, наш еблан стал его обвинять в плагиате, хотя на его мод всем из Супердрайва похуй. В этом посте он спросил, почему же не упомянуть оригинального автора. Но он спиздил не только Кэнди Страк, но и таблицу персонажей, который благополучно переделал специально для него мой дорогой друг Женя Камерлон. Но знаете, в чем прикол? Он ее не юзает. Также Андрей обвиняется в краже других видосов, которые присутствуют в его моде. Так Роберт НФС нашел свои видосы о катсценах Cars The Video Game в International в файлах Пурпла. И нет, это были уж точно не видосы Андрея. Спросите, почему же? Потому что не было надписи bandicam.com и не было 5 FPS. По Bandicam я скажу так, он боится его крякать, как сам неоднократно об этом говорил. Про 5 FPS. Зайдите на любой его видос и посмотрите на количество кадров в секунду. Это же невозможно смотреть. Начнем же мы разбирать его группу с Простапа Комода.
Показку, которую сделал Колин Джо, благополучно спиздил Егор и отдал ее Андрею. После чего, когда Камерланд доделал работу, Паникас выпустил видос про Комода. Постом далее наш шизоид высрал вот это. Он доказывал как мог, что Комода придумал он, а также, что сделал его первее. Но сделал он его хуёво. Каждый пост я разбирать не буду, просто покажу вам пару его вывсеров. Но перед этим пост, в котором предлагает Паникасу дружбу, тоже был ложью, потому что в следующем посту он конкретно и прямым текстом сказал, что будет записывать видео про то, как Супердрайв плагиатит у него все. Потому что, оказывается, Паникас выпустил видос от Табину позже, чем наш ненормальный шизоид Андрей. Хотя в одном из видео Паникаса Табину мелькал еще до выхода его у Пурпла. Про Табину и Чу появилась новая информация. Оказывается, один человек из команды Супердрайва выложил их в сеть еще до того, как разработчик Cars Purple упомянул их в своем посте. Его мод также славится обширностью персонажей. Он просто делает пейнджобы и выдает их за отдельных персонажей, если бы он хотя бы нормально их делал. А знаете, что самое смешное? Его бета-гонки нихуя не бета-гонки. Тот же самый Лизис Рейс это просто радиатор Springs Grand Prix ночью. Филмос Рейс это просто радиатор Cup Circuit ночью. Что в этом такого? И да, сразу извиняюсь, что я, может быть, неправильно сказал название гонок, и они имеют совсем другое содержание. То, что я в этот мод играл последний раз еще в феврале, если не в январе. Этот мод высер, как и его создатель, просто конченый урод. В заключение хочу сказать, что хуже разработчика Cars Purple нету никого в нашем комьюнити. Такого шизоида нету нигде в мире. Андрей, я понимаю, что ты будешь меня хуесосить, если уже этого не сделал. Но пойми, то, что ты и твои подсосы делают, это полная хуйня. Завязывай делать парашу и иди лечись. Всего наилучшего.